Стоя здесь, между небом и землей, хорошо понимаешь смысл фразы «Весь город как на ладони». Это Алматы, южная столица Казахстана. Отец яблок. Население Алматы 1 миллион 768 тысяч человек, из которых 2559 состоит на учете в спеццентре с диагнозом ВИЧ, а 9200 по оценочным данным употребляют наркотики внутривенно. При этом в Алматы всего 12 пациентов метадоновой программы. Алма-Аты имеет довольно высокие показатели распространенности ВИЧ – 194,5. Учитывая средние показатели по стране, 106,9 человек на 100 тысяч населения. Распространенность ВИЧ среди уязвимых групп населения в городе, да и в Казахстане в целом, существенно выше, чем среди общего населения. Так, например, распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, составляет 8,6% от общего числа ВИЧ-положительных граждан. Секс-работниц – 0,9%. Мужчин, имеющих секс с мужчинами – 3,2%. Высока и доля лиц из мест лишения свободы – 3,5%. На все про все у нас было всего 3 дня в Алматы, и потому следующим утром, превозмогая джетлаг и усталость, мы поспешили на нашу первую встречу. Мы приехали на улицу Макатаева в городе Алма-Аты для того, чтобы взять интервью у главного врача наркологического диспансера. Она любезно согласилась с нами встретиться и рассказать, как работает программа заместительной терапии и какие перспективы развития наркологической помощи в Алма-Ате ожидают нас в ближайшее время. О главном враче городского наркологического диспансера Алматы Гульсаре Рахметуллаевне Сулейменовой мы слышали еще до нашей встречи с ней. О ней говорили как об очень хорошем специалисте, деловой, энергичной и современной женщине. Кстати, открытие первого в городе сайта заместительной терапии в феврале этого года – это, безусловно, ее заслуга. С метадоновой терапией, а точнее с критериев попадания на программу, мы и начали наш разговор. То есть, если встает вопрос, кого выбирать первым, кого вторым, то в первую очередь это те, кто состоит на учете, выставлен диагноз при употреблении наркотиков, он заразился ВИЧ-инфекцией, поэтому для предупреждения они в первую очередь идут. Поэтому для них это как бы определенный статус, позволяющий. Но у нас на учете сейчас из тех, кто посещает центр, где-то человека 4 со статусом ВИЧ, все остальные с отрицательным, но все, кто пожелал и не может справиться сам. С 8 часов утра работает сайт, и до 9 часов они успевают все получить свою программу, в смысле получить метадон. Но я думаю, что кроме того, что мы просто метадон выдаем, у нас большая работа проводится нашими специалистами, которые в ПЗК сидят. Это психолог, потому что каждый день они проводят круглые столы, беседуют. Обязательно каждый день встреча с наркологом, это обязательно. До того, как он пойдет получать свой метадон, он вначале встречается с наркологом. Ну вот ребят сейчас наблюдаю, в принципе, кто-то из них уже на работу устроился, кто-то работает, восстановились семьи. Ну и самое главное, все родственники довольны, потому что они не бегают, не ищут где-то это на стороне. Достаточно положительная динамика со стороны родственников идет, они как бы поддерживают. Также нас интересовало, могут ли здесь получать метадон пациенты из других городов Казахстана, возможно ли выдача для неграждан страны и доступна ли на сайте Алматы рецептурная форма выдачи препарата. Для граждан других стран по метадону пока еще вопрос стоит открытый. Сейчас вот я и говорю, что вносятся новые изменения, какие-то документы, поэтому этот вопрос сейчас стоит. Получение другой медицинской помощи в нашем центре, это связано от экстренности состояния. Если экстренное показание есть, он независимо от того, состоит на учете у нас, не состоит, приезжий ли он, житель ли Казахстана, они все получают экстренную помощь. А в плановом порядке только по месту прикрепления. По поводу рецептурного варианта на сегодняшний день встанет только для тех, кто как бы давно уже в сайте участвует. И этот вопрос как раз тоже на разработке приказа Министерства здравоохранения. Несмотря на то, что наркологический диспансер место специфическое, охраняемое, практически режимное, а сайт заместительной терапии в момент нашего визита был уже пару часов как закрыт, Гульсара Рахметуллаевна пошла нам навстречу и устроила для нас небольшую экскурсию. Мы находимся сейчас на сайте выдачи препаратов заместительной терапии, кабинет ЗПТ при наркологическом диспансере города Алматы.
Собственно говоря, вот сюда каждый день с 8 до 9 приходят пациенты для того, чтобы получить назначенное лечение, где их встречают доктора, медсестра. Здравствуйте. То есть вот здесь происходит выдача непосредственно лекарственных средств. Да, дозировка индивидуально подбирается врачом с учетом толерантности и условий лечения каждого пациента. Да, здесь же пациенты только принимают, а потом идут общаться с врачами куда-то в другое место, да, отсюда. Вначале они подходят к врачу, врач их осматривает, потом они приходят сюда и получают лекарства. А тестируются они здесь же, если Да, тоже тестируются, тоже врачи. Мы уже почти заканчивали съемку в наркодиспансере, когда к нам подошел человек и поинтересовался, кто мы и что мы снимаем. Мы рассказали ему о проекте «Сити» и о целях нашей съемки. В ответ наш новый знакомый поведал нам о том, что он и сам работает с наркопотребителями, а офис его организации находится буквально в 50 метрах от того места, где мы находимся. Мы посчитали это хорошим знаком и безусловным плюсом для города. Такое соседство государственных и частных программ лечения наркозависимости, включая реабилитацию. Возможность выбора – это всегда хорошо. Однако, пользуясь случаем, мы хотели бы напомнить вам. Выбирая место для реабилитации себе или близкому вам человеку, будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Не принимайте решения, основываясь лишь на первых впечатлениях. Красиво сделанный сайт или со вкусом обставленный офис еще не гарантирует качественной реабилитации. Прежде всего, посетите сам центр, пообщайтесь с сотрудниками, посмотрите на условия пребывания реабилитантов и убедитесь в том, что вся деятельность юридически оформлена. По возможности пообщайтесь с теми, кто уже проходил курс реабилитации в этом месте, а также с их близкими. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Следующим пунктом нашей повестки дня было посещение спеццентра города Алматы. Туда мы и поехали. Мы приехали немножечко раньше назначенного времени, и хотелось бы сказать несколько слов о самом месте расположения центра СПИД города Алматы. Здание спеццентра расположено на территории целого медицинского городка с рядом медицинских учреждений. Огороженная забором территория очень ухоженная, очень приятная. Сам центр по профилактике и борьбе со СПИД – это вот двухэтажное желтое здание справа от меня. Сейчас мы туда и направимся. В спеццентре Алматы находится офис пациентской организации «Доверие Плюс». И нам было интересно посмотреть, как они работают, какие услуги оказывают и вообще, что это значит – быть неправительственной организацией в Казахстане. А помогла нам во всем этом разобраться Анна Ожогина, социальный работник «Доверие Плюс». Мы занимаемся социальным сопровождением людей, живущих с ВИЧ. Защищаем права людей, живущих с ВИЧ. В основном это отказы в общей медицинской сети. Это оформление документов, если нет у клиента документов. Социальное сопровождение людей, освободившихся из мест лишения свободы. Беременных женщин и потребителей инъекционных наркотиков. Если пациент нуждается в каких-то услугах, мы перенаправляем пациентов. И раз в неделю, в вечернее время, с городского спеццентра выезжает машина. В основном эта машина едет туда, где вот собираются женщины с рискованным поведением. Там делается экспресс-тестирование на месте, проводится консультирование и выдаются презервативы этим женщинам. Мы тесно сотрудничаем с ТУБ-службами. У нас есть проект по ТБ-больным людям, тоже социальное сопровождение ТУБ-больных. На базе нашего нашего фонда мы выдаем продукты ТБ-больным, чтобы удержать их на лечении. Но, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы. Очень сложно госпитализировать наших пациентов, потому что все больницы, в основном, все отказываются от госпитализации наших людей. И это большая проблема, каждый день приходится с этим сталкиваться, пациенты в тяжелом состоянии обращаются к нам, и мы ничего не можем сделать. 100 причин находят, но факт тот, что людям отказывают. Но это надо поднимать на государственном уровне. Допустим, у нас есть сейчас такая возможность, потому что наш руководитель Олейникова Роза, она сейчас входит в состав СКК, то есть Страновой координационный комитет. Она постоянно поднимает эти проблемы на собраниях СКК. Это единственный выход, это только на уровне здравоохранения, Министерства здравоохранения решать эти вопросы. И мы никак не можем раскачать наше сообщество. Почему-то наши люди предпочитают прятаться. Очень мало кто открыто говорит о своем статусе.
И даже если есть, допустим, если уговариваем все-таки человека написать, допустим, досудебную претензию, как правило, эти люди до конца не доходят. В заключение мы задали Анне наши традиционные вопросы. О доступности лечения и профилактики ВИЧ для граждан Казахстана и для иностранцев в неких аварийных ситуациях. Например, рискованное поведение, либо утрата антиретровирусной терапии. С постконтактной профилактикой у нас вопрос вообще, проблем то есть нету. У нас человек, если он имел контакт, он сам понимает, что это был рисковый контакт, он всегда может прийти в спеццентр, обратиться к врачу, объяснить ситуацию, и ему выдадут эту терапию. Если у вас украли препарат или там потерялся препарат, то тоже клиент может просто написать письменное заявление, объяснить ситуацию, и ему выдадут, не гражданам Республики Казахстан. У нас, то есть, ни диагностика, ни лечение не проводится вообще. Это вот основная наша проблема еще тоже. Хотелось бы как-то изменить эту ситуацию. Мы были приятно удивлены масштабами государственной поддержки программ снижения вреда в Казахстане. Поговорить об этом более подробно мы смогли с заведующей профилактических программ спеццентра Алматы Жандыбаевой Айнур Муратовной. Среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, у нас работает программа снижения вреда с 2003 года, уже 14 лет. В рамках этой программы снижения вреда у нас в городе открыты, и на сегодняшний день функционирует 18 пунктов доверия, но они при медицинских организациях, при городских поликлиниках. В этих пунктах доверия работают медицинские сестры. За каждым пунктом доверия закреплены аутрич-работники. В этих пунктах доверия есть приходящие консультанты, это нарколог и врач-дерматовенеролог. Конечно, это в первую очередь обмен использованных шприцев на стерильные, выдача, раздача бесплатных презервативов, информационно-образовательных материалов, проведение бесед, мини-лекций, мини-сессий, проведение психосоциального консультирования, тестирование методом экспресс на ВИЧ. Если результаты положительные, то дальнейшее обследование методами иммуноферментного анализа. Если есть пациенты, которые нуждаются в какой-то помощи, осложнения после инъекции, абсцессы и так далее, то там же в поликлинике у хирурга можно получить эти услуги через, по направлению пункта доверия. Аутрич-работники, то же самое, что и обмен использованных шприцев на стерильные, также выдача других расходных материалов, привлечение клиентов в этот пункт доверия, на консультации, для тестирования и так далее. Также в пунктах доверия могут получить направление в дружественные кабинеты, в свою очередь тестирование и лечение инфекций, передающихся половым путем. Среди секс-работников работает также профилактическая программа, работает 6 пунктов доверия, пункт дружественных кабинетов по городу. Один из дружественных кабинетов находится у нас в центре СПИД, а в этих дружественных кабинетах работают гинекологи и дерматовенерологи. А все профилактические мероприятия среди ключевых групп населения, финансирование этих профилактических мероприятий осуществляется с местного бюджета, то есть бюджета города Алматы. И какую мы заявку подаем в городской бюджет, в принципе, в полном объеме финансирования получаем. Сейчас вопрос решился в управлении здравоохранения. Первый госсоцзаказ выделили для каких-то групп. С 2018 года планируется же, что глобальный фонд будет финансировать город Алматы и город Караганду, кажется, если я не ошибаюсь. И часть этих мероприятий среди ключевых групп населения будут передавать НПО. За центром СПИД останется такая функция мониторинга за работой этих НПО. Хотелось бы подвести итоги после визита в спеццентр. К сожалению, вопрос по поводу получения антиретровирусной терапии не граждан Казахстана остается открытым, но и НПО, и спеццентр делают все возможное для того, чтобы устранить этот барьер. Но хочется очень отметить, что уже на сегодняшний день профилактические программы снижения вреда работают за бюджет города. И вообще, после нашего похода в спеццентр у нас сложилось четкое впечатление, что программы профилактики города Алматы, ранее финансируемые за счет иностранных доноров, уверенно переходят на государственные рельсы.
Мы очень рады этому и искренне желаем, чтобы все сервисы были профинансированы в полном объеме и с учетом всех потребностей. Наш второй день мы решили начать с посещения одного из городских пунктов доверия. Тех самых пунктов, о которых нам вчера рассказывали. Это именно то место, где можно хорошо рассмотреть работу сервисов для наркопотребителей. В спеццентре города Алматы и в НПО «Доверие Плюс» нам сказали, что в городе работает 18 пунктов доверия, где можно пройти экспресс-тестирование. Также здесь можно получить и шприцы. Сегодня мы приехали в один из таких пунктов, и сейчас вместе с вами узнаем, как он работает. Этот пункт доверия находится в поликлинике, которая называется «Студенческая». Уж не знаем, с чем это связано, но правда. Почти все встреченные нами люди были студенческого возраста и младше. Мы приехали в один из пунктов доверия в поликлинике «Студенческой», и сейчас, как клиенты, мы пройдем здесь тестирование и получим другие услуги, которые получают наркопотребители, приходя в этот пункт. То есть это экспресс-тестирование. Экспресс-тестирование анонимно все проводим, конфиденциально, ничего не говорим. Да. Я часто прохожу тесты, очередная капля крови. Для меня это... Тоже безболезненно современные скарификаторы. Опять вспоминается школьное время, когда все это было такими большими пиками. И, честное слово, каждый раз мандраж переживаю, но на самом деле это не больно совершенно, это незаметно. Скажите, а кроме тестирования здесь какие еще услуги у вас есть? Можно пройти консультацию к врачей для других врачей, если у вас там, где болит у вас там, по хирургии, если женщины приходят по гинекологии, там проходим с ними без очереди, чтобы... То есть фактически я могу вам рассказать о своих там проблемах, связанных с чем-то. И можете получать шприцы. Получается, что вот этот пункт доверия обслуживает почти 200 человек по району. Есть 2 утрич работника, и как бы приходят еще на стационарно получить оборудование, шприцы. То есть это все целиком финансируется за счет государства. Да, это точно. В случае, если экспресс-тест показывает положительный результат, то клиента отсюда сопровождают в спеццентр для подтверждения диагноза, и проводят соответствующую консультацию после тестовую и выясняют возможные пути заражения для того, чтобы составить некий эпидемиологический план и эпидемиологическую картину в случае заражения, чтобы возможно выявить других потенциально заразившихся и попросить, чтобы они тоже пришли и прошли тестирование. Здесь произошло чудо, тест показывает отрицательный результат, несмотря на мой статус с 99-го года. Так как я знаю свой статус, у меня статус положительный, тест показывает результат отрицательный, решили попробовать еще раз протестироваться другим тестом, для того, чтобы посмотреть, в чем дело все-таки. Может, действительно чудо. Смелее, не бойтесь. Так вот сенсации происходят, понимаешь, что нет? Сейчас хоп. Представляешь, туристов сколько ринутся со всей стороны. Тогда вот вопрос терапии будет открыт. Слава богу, ВИЧ-инфекция моя никуда не делась, тесты работают. Просто, видимо, был ложно отрицательный результат. Очень важно отметить, что пункт выдачи шприцов работает, отталкиваясь от потребностей клиента. На каждого клиента заводится индивидуальная карта, в которой отмечается стаж его употребления и количество инъекций в день. И исходя из этого числа составляется необходимая потребность в шприцах и выдается соответствующее количество шприцов на руки. Город Алматы меня приятно удивил. 18 пунктов доверия. По сути, программа снижения вреда для наркопотребителей, поддержанная государством. Проверено, и это работает. Ну и как обычно, мы не могли оставить без внимания аптеку. Благо, такая была недалеко от нашего отеля. Сейчас мы зайдем вовнутрь и узнаем, есть ли в продаже шприцы и, конечно же, тесты на ВИЧ, гепатит и, может, что-то еще. Пойдем. Буквально накануне, обсуждая с алматинскими коллегами методику самотестирования на ВИЧ и другие заболевания, мы затронули тему доступности тест-систем в аптеках города. Тогда коллеги сетовали на скудность ассортимента тестов для экспресс-тестирования. И потому сейчас, идя в эту аптеку, мы были внутренне готовы к виду полупустых прилавков.
Однако реальность превзошла все наши ожидания. Друзья, ну вы сами все видели. Честно говоря, такого разнообразия я не ожидал. Немного отдохнув и переодевшись, мы продолжили прохождение этапов нашего алматинского квеста. Для этого мы направились в одну из казахстанских пациентских организаций, офис которой находится на другом конце города. Наш рассказ о сервисах и профилактике ВИЧ в городе Алматы был бы неполным без точки зрения сотрудников неправительственных организаций. Именно поэтому сегодня мы приехали в Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ. Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ – это группа активистов, объединившихся ради улучшения качества жизни ВИЧ-позитивных людей и их близких, в том числе в контексте доступа к качественным услугам по профилактике, лечению и уходу. Несмотря на многолетнюю слаженную работу, эта команда и не думает почивать на лаврах, продолжая фокусировать свое внимание на системных недостатках и поисках возможностей для их устранения. С терапией в Казахстане все хорошо, но есть некоторые сложности. Например, в нашем законодательстве не предусмотрена работа с мигрантами, не предусмотрено выделение терапии либо оказание услуг по тестированию на CD4, на вирусную нагрузку для мигрантов. Это серьезная проблема. Потому что мигранты к нам приезжают из Узбекистана, из Таджикистана, из Кыргызстана, из разных мест, и проблема с мигрантами, она очень актуальная. Еще хуже, то есть если мигрант, который находится здесь на свободе, скажем так, да, это обычный гражданин, который приехал, трудовой мигрант, так правильно будет назвать, у него есть возможность там обратиться, я не знаю, в какую-то организацию, чтобы получить терапию, хотя таких, единиц, об этом, я думаю, мы позже поговорим. Вот. Можно сделать платно эти анализы на CD4 на вирусную нагрузку, то опасения вызывают мигранты, находящиеся в местах лишения свободы. Купить они там не могут. Пригласить к себе врача, чтобы сдать тест платно, они тоже не могут. И это проблема, потому что в наших колониях нет программ опиоидной заместительной терапии, нет программ обмена шприцев. Наркотики, конечно, не в таком мере, как на свободе, но тем не менее в местах лишения они есть, несмотря на усилия наших правоохранительных органов. И поэтому распространение ВИЧ-инфекции там – это вот проблема. Помимо всего прочего, люди, живущие с ВИЧ, находящиеся в местах лишения свободы, не имеющие возможности получить свои анализы, они банально просто умирают там. Есть некоторые проблемы в законодательстве. Какого характера проблема? Можно по-разному понять, что там написано. С одной стороны, осужденные имеют право, если они лишены свободы, они имеют право получать бесплатный объем гарантированной медицинской помощи. С другой стороны, если они не являются гражданами Казахстана, то они не имеют права получать этот объем бесплатной медицинской гарантированной помощи. И получается, что в случае, если придет госструктуры, понять можно, если к ним придет финансовая полиция и скажет, что там выдают терапию тем, кому не имеет права, людей просто накажут. И вот эти правовые моменты, их необходимо решать. Пока, насколько я знаю, этот вопрос уже очень долгое время муссируется, но по данным прошлого года, не настоящий момент, 32 человека в местах лишения, реадмиссию эти люди не получили, договора по оплате тех денег, что затрачивает государство на выдачу терапии с теми странами, откуда эти мигранты, тоже не заключены. То есть люди находятся без терапии. Выживут они, проживут ли они до конца своего срока? Вот в этом вопрос, и это основная сложность, и решать это нужно, но, к сожалению, пока работа ведется, но она не приводит к каким-то конкретным результатам. В разговоре с другой сотрудницей Казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ, Любовью Чубуковой, мы услышали точку зрения относительно работы пунктов доверия и необходимых изменениях в модели тестирования в городе Алматы. Если я могу сдать тест на ВИЧ в медучреждении, я пойду в спеццентр. Для меня пункты доверия на базе, именно в контексте услуги экспресс-тестирования на ВИЧ, они для меня, неинтересны. Они срабатывают, эти пункты доверия, они нужны, но не на базе поликлиники. Это должен быть, либо это должен быть отдельный вход, вообще отдельная услуга, да. Мы же говорим еще о безопасности. Вопрос безопасности и конфиденциальности здесь не соблюдается. Мне было бы просто небезопасно. Если я иду в поликлинику, я и так могу сдать тест на ВИЧ. Мне для этого пункт доверия не нужен. Если брать в Казахстане, я думаю, Алмата не исключение. Из
всего большого объема, кто тестируется, из них уязвимые группы 4-6% в среднем в год выходят. Но уязвимые ключевые группы у нас тестируются мало, хотя распространенность среди них намного выше. И экспресс-тестирование на базе сообществ, на базе НПО могло бы стать таким определенным, да, плюсом. Это был бы плюсом для ключевых групп, что они могут спокойно приходить, тестироваться, знать результат тестирования, не диагноз, но хотя бы результат тестирования, который позволит изменить поведение. Ну и в дальнейшем они быстрее будут вовлекаться в программу лечения и ухода. И сейчас очень важно в Алма-Ате говорить об этом, очень важно, чтобы НПО в это включались. Вот. В свою очередь Казахстанский союз сейчас как раз занимается тем, что формирует техническую базу. Мы разработали методические рекомендации, мы разработали алгоритм, по которому НПО может тестировать. И сейчас это делаем на базе тех НПО, которые готовы в Казахстане, которые могут это проводить, у которых есть сейчас достаточное финансирование для этого. Но в Алма-Ате пока этого не проводится. Очень, очень жаль, мы очень много говорили о том, что нужно и здесь тоже пилотировать, потому что мы можем здесь показать реальные результаты. Возвращаясь к нашему квесту, а именно его части получения антиретровирусной терапии, в Алма-Ате мне это сделать не удалось, так как я не являюсь гражданином. Но, обратившись в Союз людей, живущих с ВИЧ, в пациентскую организацию, мне помогли и дали таблеток на короткий промежуток времени, за что им большое спасибо. Обычно мы не привязываем наши визиты к каким-то определенным датам. Однако с Алматы вышло так, что наш третий день съемок совпал с большим городским мероприятием. Очень большим. Впрочем, смотрите сами. День добрый, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что здесь у вас такое сегодня происходит? У нас проходит фестиваль. Фестиваль называется «Открытие всех сообществ, активных сообществ города Алматы». Ясно. А вы кого-то представляете конкретно? Я сам волонтер здесь. Моя должность координатор. Я отвечаю за 16 волонтеров, которые находятся в входных группах. Пойдем же узнаем, что за сообщества здесь представлены. За моей спиной вы можете увидеть многочисленные юрты, в которых разные сообщества города Алматы представляют каждая свою выставку, свои идеи, свою, скажем так, презентацию. Мы сейчас попробуем найти что-то, связанное с ВИЧ-СПИДом, возможно, нам повезет. Мы не успели пройти 100 метров, посмотрите справа от меня. Это юрта наших друзей, которые занимаются профилактикой и борьбой с ВИЧ-СПИДом в городе Алматы. Давайте пойдем узнаем, что они здесь представляют. А представлено было много всего. И рисование на футболках, и раздача презервативов, и общение на острые социальные темы, и консультации экспертов по вопросам ВИЧ. И, что самое главное, море позитива, смеха, музыки, вкусной еды и масса народу. И действительно здесь сотни людей, горожан. И вот за этой ширмой спидфонд «Восток-Запад» совместно с Казахстанским союзом ЛЖВ и совместно с сотрудниками спеццентра проводят анонимное тестирование. То есть медсестры и врачи совместно с НПО работают для того, чтобы люди на этом мероприятии могли пройти тестирование и узнать свой статус. Как вы уже, наверное, заметили, Лешу хлебом не корми, дай только потестироваться. Не устоял он и в этот раз. Здравствуйте, друзья! Мы вот увидели баннер, что здесь тестирование на ВИЧ проводится. Это так? А к кому можно подойти? Очередная жертва, очередная капля крови в архив тестирования. Знаете что? Ай! Боюсь! Я наконец-то нашел старый совдеповский скарификатор. Это было так прекрасно. Я вернулся словно в школьные времена. Поверьте, это не больно. Я могу сказать без преувеличения, юрта с тестированием на ВИЧ самым популярным местом стала на этой тусовке. За несколько часов больше 100 человек уже протестировалось. Люди выходят с счастливыми лицами. У меня нет ВИЧ, это так здорово. И что особенно радует, возраст визитеров очень молодой, буквально от 18 и до 25 лет. То есть студенты и как раз наше будущее поколение.
Оксана, расскажи в 2 словах, что здесь происходит сегодня? Сегодня городское мероприятие и фестиваль сообществ. А мы пришли сюда, чтобы поддержать здесь люди, употребляющие наркотики бывшие, здесь и люди, живущие с ВИЧ, много сообществ там. И здесь включились и общественный фонд «Забота», и сообщество ЛГБТ. В общем, все по максимуму, кто хоть как-то представляет уязвимые группы населения. Ну и наш посыл – это, конечно, это работа со стигмой дискриминации, и чтобы в обществе это не было, показать, что мы такие же, ну, что часть общества, и то, что мы такие, как все. Лично для нас настоящим гвоздем программы, а точнее гвоздями, стали искренние рассказы представителей разных сообществ. ЛГБТ, геи, наркопотребители, люди, живущие с ВИЧ, с открытыми лицами делились историями своих жизней. Без купюр, без цензуры и без страха. Меня зовут Амир, я являюсь открытым геем. Я сегодня хочу рассказать немного о том, собственно говоря, что такое вообще ЛГБТ-сообщество в Казахстане и какие есть стереотипы, связанные с ЛГБТ-сообществом в целом и с геями в частности. В нашей стране представителем ЛГБТ значит, с одной стороны, быть невидимым, потому что тебя не существует нигде. Закон про тебя ничего не говорит. Официальные средства коммуникации от государства про тебя практически ничего не говорят. Про тебя очень много говорят СМИ, и не всегда говорят правильно, и не всегда говорят правду. Я сегодня книжка, и мы немножко полистаем на тему ВИЧ, на тему людей, живущих с ВИЧ. Я живу с ВИЧ 13 лет, и я хочу поговорить о стереотипах, о тех заборах, которые существуют здесь и сейчас. Я хочу разрушить эти стереотипы. Я хочу сказать о том, что у меня есть здоровая дочь, ей 10 лет. Вот, Спасибо. Моя семья всегда в меня верила. И вот, наверное, вот эта вот вера моих родных и близких как-то, не знаю, помогла мне, не знаю, выжить помогла мне. Хотя я уже 10 лет с ВИЧ-инфекцией, я замечательно себя чувствую, я пью терапию. И сейчас я занимаюсь тем, чтобы программы снижения вреда в Алмате и в Казахстане, чтобы они работали, чтобы бесплатный был доступ к тем же шприцам, чтобы у потребителей инъекционных наркотиков был выбор или метадоновая программа. Я работала преподавательницей в вузах. Сейчас я постепенно перехожу на ЛГБТ-активизм. Мы с Жанар Сикарбаевой начали Феминиту, этот логотип. Здесь же, на этом празднике жизни, мы повстречались с координатором проекта «Сити» по городу Алматы Романом Дудником. Мы попросили Романа поделиться его ощущениями относительно достижений проекта, уже существующих на сегодняшний день. На мой взгляд, вот этот проект он позволит и уже позволяет потихоньку наладить взаимодействие городской администрации. Такого никто никогда не делал на самом деле. Всем всегда казалось, что администрации наплевать, там все равно, они не обращают внимания. На самом деле это не так. Им просто, как сказать, наверное, у них более какие-то там глобальные, может быть, более серьезные с их точки зрения дела, да, и они просто, у них руки не доходят. И, собственно, у них была в этом потребность в том, чтобы кто-то появился, кто бы им указал, да, наверное, на проблемы, на существование тех или иных сообществ в городе. И вот, собственно, вот этот проект, он вовремя, прям в точку, и он позволяет нам, собственно, обращать внимание администрации городской, а для них это тоже хорошая возможность увидеть в реальности, какие проблемы существуют в городе, какие люди живут, какие сообщества представлены, с какими они сталкиваются с трудностями, да, какие потребности у них есть. Вот это очень уникально, это достижимо, это то, что мы уже начали делать. Наш следующий вопрос Роману был о том, как, по его мнению, должен работать идеальный тандем государственной службы и НПО в контексте борьбы со СПИДом. И в поликлинике, в медицинские учреждения люди приходят, они не верят белым халатам. И есть на то причины, потому что стигма дискриминации уровень очень высокий, именно со стороны медперсонала. Вот. Поэтому, безусловно, только равные, только аутрич-работники могут восполнить этот пробел, и это, собственно, признает государство. Они говорят, что, ребята, вы нам нужны, потому что без вас мы не можем. Да, мы профессионалы, мы умеем лечить, но лечить некого. Да, люди не идут. А кто может обеспечить этот приход людей, приток людей? Только равные, только НПО. Алматы стал первым городом Центральной Азии, который, благодаря проекту «СИТИС», подписал Парижскую декларацию по остановке СПИДа. Также в рамках проекта запускается исследование по продвижению ассистированного тестирования на ВИЧ, когда аутрич-работник может выдать тест потребителю наркотиков для самостоятельного тестирования, предварительно объяснив, как правильно это сделать.
Подводя итоги нашего визита в Алматы, хотелось бы прежде всего заострить ваше внимание на следующем. Из всех городов проекта Сити, в которых мы уже побывали, Алма-Аты показался нам городом с наиболее ярко выраженной государственной поддержкой профилактических программ. Как с точки зрения финансовых вливаний, так и с точки зрения технической, а также кадровой поддержки. Вы только вдумайтесь. 18 кабинетов доверия. По сути, это 18 пунктов обмена шприцев. Плюс тестирование, плюс консультирование, да все это на государственных площадях и на государственные же деньги. Представили? Безусловно, Алма-Аты есть к чему стремиться. Например, в том, что касается расширения метадоновой программы. Однако здесь есть реальные позитивные изменения. Здесь буквально пахнет перспективой. Большинство из тех, у кого мы брали здесь интервью, были настолько уверены в завтрашнем дне программ снижения вреда Казахстана, что порой мы даже испытывали легкую зависть. Именно благодаря съемкам в Алма-Аты цели проекта Сити стали для нас более осязаемыми и понятными. Надеемся, что и для вас тоже. Это были 3 долгих дня в городе Алма-Аты. И как всегда, по нашей традиции, весь отснятый материал вот на этой флеш-карте мы кладем в конверт, чтобы у нас была возможность к нему вернуться. Это был канал Drug Users News. Оставайтесь с нами.